И нюхают тоже, все бухают. Недавно я смотрела фильм, называется «Хер». Ну, такой человек. Подсолнечник тянется к солнцу, а банный лист нет. Если мой муж мне изменит, он мне будет платить $1 миллион. В смысле, Как? если Что? большинство людей живут в зомби-ленде, но алкоголь позволяет им видеть сон во сне, получается. Че? Чё? Дорогие друзья, добро пожаловать на еще один выпуск «О чем говорят Майами». И я, один из ее ведущих, Александр Гликман. И справа от меня сидит Натали, покоритель наших всех инстаграмов. А слева Анна Витас, самая лучшая ведущая, самая лучшая вообще все в этом вашем городе, будущем моем. Девчонки, у меня конкретно отходняк. Я не знаю, как вы здесь живете. Я не могу прекратить здесь просто тусоваться. Ты первый раз хвастал, в смысле, хвалил, что тебе Не, нравится. я очень, мне это все нравится. В первый раз это было, я только приехал, все было такое свежее, потусить, девочки туда-сюда. Сейчас я уже здесь вторую неделю, я понимаю, что у меня уже третью печень здесь как-то отращивает себе, потому что полная задница. И виноват Майами. И Ты самое главное, сваливаешь все- ответственность на Майами? Ну, а на кого еще сваливать? На вас. На себя. Начни Вот с себя. Марина Хочешь Ильич, изменить мир, начни с себя. Я хочу, чтобы мир менялся вокруг меня лучше. Ну как? У тебя дела? А у меня приходняк. Мой приходняк? Да, у тебя отходняк, у меня приходняк. А что это как? Ну, значит, все хорошо. Я не бухаю, в Майами живу. Если живешь в Майами, не бухаешь. Если приезжаешь, то бухаешь, видишь? Я тебе не верю абсолютно, потому что с кем я здесь общаюсь, все бухают. Как Еще и нюхают. Нет, и нюхают тоже, но все бухают. Подсолнечник тянется к солнцу, а банный лист нет. Ты хочешь сказать вообще не пьешь? Ну, я редко пью, я не очень хочу бухать. Почему? Не знаю, мне и так весело. А ты, ну мы интертейнеры, мы должны пить. А что ты у меня Невозможно. спрашиваешь? Ты знаешь, ты видел мои рилсы. Ты лайкал их. Ты думаешь, мы это по-любому трез... невозможно. Не, кстати, все эти рилсы записаны на трезвяк. Вот и пожалуйста. Да. Я не могу. Абсолютно. Не, мне трудно. В нашей сфере очень трудно не пить. Ну, трудно. Не, я не говорю, что я не пью. Но я делаю это после. У меня сначала работа, потом можно развлекаться и отдыхать. Блин, ну уже И- доказано, что алкоголь реально разрушает клетки мозга. Разрушает! Но без развязывает алкоголя- язык, руки, желание и смелость. Вот, а это как раз вопрос, типа, знаешь, про зомби-ленд, в котором мы живем. Почему у всех завязаны руки, смелость и все остальное? Почему завязаны? Почему? Что, человек сам себя развязать не может? Алекс такой, куда мы пошли, в какой тих, что за Или у меня хрень? отходняк, я не понял, что он спрашивает. Какой зомби? Она спрашивает, почему мужики очкуют без бухла подходить к девушкам и знакомиться. А, это? Перевела. Ну смотри, подожди, смотри. Окей, смотри. Ну, в принципе, потому что мне кажется, что человек более расслабленный, когда подходит, он меньше переживает насчет отказа. Ну, вообще, мужчина, на самом деле, мы уже говорили в первой передаче, что очень трудно подойти к женщине. Не каждый может просто взять, подойти. Поэтому сейчас многим легко это все делать через там Инстаграм или какие-то тиндеры, потому что ты уже сразу понимаешь, нравится другой или нет. Короче, Но алкоголь так- делает так, что ты становишься смелее. Алкоголь тебя спасает просто. Забудь смелее, спасает. Без него я с дома не выйду, если иду на тусовку. Какой? Ты что, шутишь, что ли? Как можно прийти на тусовку, знакомиться с женщиной без алкоголя? Я же не нюхаю. Ты знаешь, что так получилось? Что получилось? Вот почему такая ситуация. Поэтому, наверное, поэтому у меня, наверное, брак не Потому что в сошелся. детстве Ну-ка, тебе пошли никто теории. не сказал, что ты классный чувак, что ты можешь подходить к кому угодно, спрашивать что угодно. В рамках, закона, Не, конечно. мне говорили, что все нормально. Я подходил, просто мне отказывали. И какой-то После этого момент... ты забухал. Ну нет, мне просто было чуть полегче с этим, потому что я все время крутился в прикольных компаниях, где как-то друг друга ребята подбивали, знаешь, знакомые девчонки. В принципе, тогда не было, как у вас сейчас, Инстаграм и Тиндеры. Тут если ты не познакомишься с кем-то на улице, ты будешь дрочить до 30 лет, понимаешь? Поэтому тогда не было другого выхода, как подходить и знакомиться с девушками. И кто-то тебе навязал программу, что дрочить до 30 лет – это ужасно. Ну, видишь, уже 40 до сих пор дрочу. Ну что ты рассказываешь? Конечно. Приехал в Майами, девочки тут потусить. Нет, ну на самом деле, послушай, ты выпил 2-3 рюмки, другая волна, особенно для Не, мужчин. я ничего не имею против алкоголя, честно тебе скажу. Я вообще считаю, что все должно быть в балансе. И иногда твое, не знаю, тело, твое сознание тебе подсказывает, блин, сегодня нажремся, затусим и сделаем какую-то невероятную какую-то фигню. Но это не должно быть, типа, постоянным костылем, типа, когда ты этим пользуешься регулярно, каждый день для того, чтобы, как ты говоришь, выйти из дома. Ну, смотри, Майами очень тусовочная атмосфера.
ну, как бы, допустим, я из Торонто. В Торонто у нас такого нет. В Торонто постоянно холодно, и все время как бы ты сидишь дома. И одному тоже пить не очень. Но здесь все тусовочно. Ты в любой момент вышел, все время море рядом, девчонки красивые, пацаны красиво одеты. То есть оно как-то прикольно. заставляет тебя тусоваться постоянно, понимаешь? Мне так интересно это, я просто реально понимаю, что люди, большинство людей живут в зомби-ленде, в какой-то определенной матрице. И фильм «Матрица» прям про них. Но алкоголь позволяет им видеть сон во сне, получается. Чё? Чё? Переведи мне теперь. Сон во сне. То есть он, знаешь, набухался, и все, у него все хорошо. Да, в той что? жизни, в которой он Ну, я не думаю, что это та жизнь, это та же самая жизнь, просто ты, вот эта стена, которая тебя, вот, знаешь, тормозит тебя, вот это правильно, это неправильно, знаешь, или вот эти ангелочки, которые сидят, когда ты выпил, у тебя все пропадает, тебе же становится реально по барабану, кто что скажет. Знаешь, есть люди, которые могут контролировать алкоголя, например, я могу очень много выпить, я могу себя контролировать, есть люди, которые вот их сносят, они начинают глупости делать, знаешь, есть люди, которые нельзя пить вообще. А как сделать так, чтобы тебе было пофигу, кто что скажет, но ты еще и контролировал это? Найти свой правильный напиток. Понятно. Ну что, смотри, Окей, каждому, окей. ну, подожди, каждому свое. И на самом деле это очень интересный топик. Почему? Потому что вот я знаю, например, четко, что у меня был незнакомый, он пытался познакомиться с девушкой на протяжении там полгода и никак не мог мне подойти. Приходил ко мне в клуб, крутился, выкрутился, и я говорю, слушай, я уже за руку уже брал, просто вот стесняется и все. Ну, такой человек. И? Я, короче, я его напоил. И он пошел, подошел, слушай. И сейчас счастливы двое детей. Она его отшила. Ага. It's окей. Но мы как поработали вот эту программу, что чуть-чуть выпиваешь и начинаешь подходить к девочкам. Блин, если честно, Вам просто девочкам это не понять. Да, понятно. Я понимаю, что ты сейчас говоришь, потому что вообще, мне кажется, у мужчины такая, знаешь, жесткая программа с детства стоит, что он завоеватель, он должен быть смелый, он должен быть сильный, он должен подходить, он должен то-то, то-то. Мне вообще кажется, если бы я была мужиком, вот на секундочку представить, как я в мужском теле выхожу из дома, и каждый мудак на меня смотрит, как на какого-то конкурента. То есть Вот я, это сразу типа, знаешь, подход. я как бы всегда у наги такая, ну, типа, сейчас буду, если надо, морду надо бить сразу, знаешь, там. Вот я тебе серьезно говорю, было такое, что во время пандемии я ехала со знакомым без маски в лифте, и он не знал английский, и к нам заходит американец, такой бугай огромный, и говорит, вы сейчас выйдете, потому что вы без маски. И это Америка, как бы, да, то есть в России такое сплошь и рядом, но это в Америке. А он не понимает английский. Ну, короче, естественно, так как это Америка, ничего не произошло, и все нормально, но сам факт, мужчина всегда должен быть на стреме. То есть женщину никто не тронет. А у мужика такая программа, что он прям, знаешь, с детства выходит на улицу и типа, ну, если прилетит где-то, я должен как бы сдачи давать, там, знаешь, а еще самку свою защитить, там, ну, как бы, если ее трогают, если на нее посмотрели, надо будет, знаешь, вписываться, и там, если друзья какую-то херню натворили, надо будет вписываться. Ну, короче, такая тяжелая судьбинушка у мужиков. Поэтому мы бухаем. и Приходит. всё. Ты сама ответила на свой вопрос. Пожалуйста. Нет, Теперь нет, при но вот это- этим всем еще надо вас всех обеспечить, вас надо поработать, чтобы вы все погуляли, потусили, купили вам подарки, были офигенными бойфрендами, мужьями. И как после этого не пить? Так я тебе рассказываю. Я считаю, что это возможно. Потому что я, ну почему, вот это слово «я», конечно, оно звучит очень громко, но честно, я просто вот как, даже как 16-летний ребенок, которого однажды бросили и сказали, вот тебе там, не знаю, первая моя работа была, это мне дали какую-то сраную бижутерию из Китая и сказали, иди продавай в поле. То есть это значит, ты ездишь по метро, там где угодно, и, ну то есть, ну вот так, ты просто учишься продавать. И это было очень страшно, потому что нахрен никому не нужна твоя бижутерия, никто тебя не ждет нигде. И я понимаю, что мужской мир это то же самое, что тебя там никто не ждет, на тебя там могут напасть, так как ты типа и относишься к сильным, да, и ты еще кучу должен всего. И получается, что ты оказываешься в мире, который вообще ни хрена не дружелюбен к тебе, в теории. Ну, это еще зависит от человека. но Есть люди, вот которые ты- располагаются хорошо в любом мире. 100%. Но я считаю, что это вопрос настроя. То есть, если ты степ-бай-степ потихоньку учишься себя преодолевать, если ты учишься зарабатывать деньги, сначала ты научился себя обеспечивать. О, смотришь, окей, у меня получается себя обеспечивать, одного себя. Да, и если ты понимаешь, что двух тебя можно обеспечить, это значит, можно уже и кого-то рядышком обеспечивать. А если ты видишь, что ты трех себя можешь обеспечить, это значит, можно уже ребенка заводить. Ну, условно, знаешь, и человек так учится. Ну, я понимаю, что программа достаточно сложная у мужчин, да, задача. Но и, ну, если я сейчас про женщин буду говорить, там тоже не сахар. Там еще. Ну хорошо, как мы
по-другому. А что было бы, если бы женщины подходили к мужчинам знакомиться? А что, не подходит? Если они выпьют? Не, я считаю, что не должны женщины подходить к мужчинам знакомиться. Я не знаю, мы живем сейчас в Ну, таком как не мире, должны, что да, почему ну. нет? Ну почему нет? Да. Разные Зачем программы. усложнять? Если вот видишь, парень симпатичный, нормально, вот глазами стреляйте друг друга, все окей. Не, Чего не подойти? Смотри, я не Вот в чем говорю, проблема? я не табуирую эту тему. Я считаю, что вообще в жизни все должно быть в каком-то балансе, где ты, ну вот, интуитивно делаешь что-либо. Но сначала ты должен определить приоритетность. Да, есть исключение из всех правил, но есть также приоритетный вариант действий. И если мы говорим про то, кто должен или не должен, или в теории подходит знакомиться, есть определенные некие программы у мужчины и у женщины. И если мужчина уж так рожден, что от него социум, мир весь требует, чтобы он был сильным, то вопрос подойти и сделать первый шаг – это вопрос силы. Кому, кто смелее. Правильно? Ты же сам говоришь, что мужчины Не, я боятся. согласен, но Кто сейчас смелее, мы- кто. Ну, то есть это, Да, но мы живем в том мире, где женщины говорят, что мы все 50-50. ну, я не отношусь к этому миру. Есть, мы же У меня говорим, другой мир. Очень много женщин, 50-50. Да, ну так Но пусть в том- они тогда и подходят да, знакомиться. Ну нет, они все равно хотят, чтобы мужчина делал первый шаг. Не, ну тогда Смотри, они- на самом деле, если смотреть, я лично ничего не вижу плохого, если девушка сама подошла. Абсолютно ничего плохого. Во-первых, это проще и спонтанно, и даже интересно, потому что ты сразу, как мужчина, у тебя открывается другое дыхание, ты уже по-другому с ним будешь разговаривать. Потому что ты понимаешь, что тебе не нужно было проделать этот шаг, и оно как-то уже все стоит на своих местах. Я же говорю, я не табуирую эту тему. Есть такие, ты видишь, вот, То например, есть ты не чувак... подошла бы никому. Вот если очень Нет, понравился. почему? Однажды я вручила свой номер телефона чуваку. Просто так? Да, вот выходила, Трезвая. типа, да, трезвая. Трезвая? Ну вот. Ну да, вот прям взяла и в руку вложила. Позвонил? Офигеть. Да. Ну, конечно, еще не позвонить. Может, он охренел такой, меня тут все лишили силы, там, Ну, Нифига это, себе было один раз. отдаешь, а? Это был один раз. Ну, то есть я не отрицаю, что женская инициатива возможна в определенных Подожди, ситуациях. как она закончилась? Ну, закончилось хорошо. Хорошо, кому? Ну, мы не женаты, у нас детей нету, если тогда плохо. Тогда плохо. Хорошо, а почему Ему. ты больше так не делала? Честно тебе скажу, я когда-то рассказывала тебе уже, ну, про свою историю, Да. там, женитьбы, вернее, замужества там, с моим бывшим мужем, и там я все подстраивала так, чтобы он делал первый шаг. То есть я не делала первый шаг, но сделала так, что в жизни все, чтобы он сделал первый шаг. Jesus Christ. И всё, А зачем? Smart woman. А зачем? Оно же все органическое, натуральное. Повторяю тебе, есть программы, в которых я хочу быть слабой. Мне разрешено быть слабой. И я наслаждаюсь этой слабостью в такой мере, что тебе даже не передать. Это приятно быть. Попробуй, мне просто интересно понять. Хорошо, смотри, давай так, я попробую тебе объяснить это Давай. на эриксоновской теории, что есть три ипостаси у человека, да, и три внутренних человека. Это родитель, взрослый и ребенок. Ребенок, он инфантильный, он живет в каждом, это в женщинах, мужчинах есть, просто в мужчинах какой-то один преобладает, в женщинах что-то другое преобладает. Ну, короче, вот ребенок, он инфантильный. Это вот представь себе, когда тебе 3 года, ты маленький мальчик, и тебя кто-то везет, не знаю, на карусели кататься, мороженое покупать, тебя везут. Ты не знаешь, куда вы едете, ты не знаешь дорогу, ты не знаешь, вообще ты не в контроле, да, то есть вопрос контроля отсутствует. Тебя везут, тебя, приятно удивляют, и тебе от этого, ты знаешь, что твой папа и мама, или не знаю, кто тебя везет, он адекватен, этот человек, на него можно опереться, положиться. И это такое приятное чувство, то есть ты понимаешь, что, это какой-то кайф, ты просто отпускаешь контроль. И мужчинам тоже позволяется отпускать контроль, естественно, в каких-то моментах, не знаю, в постели даже, это, кстати, отдельная тема, да, где человек просто может отпустить контроль и насладиться вообще вот этим бесконтрольностью, инфантильностью. А в чем вопрос был? Да, я тоже сижу, думаю, почему она все... Хорошо. в теме подошла? Заболтал, придумал непонятно, я уже сам запутался. Я говорила, что, смотри... 3 вещи было: родители, Да, родитель, дети взрослый, и ребенок. контролирующий, это тоже, это знаешь, как ты разные роли примеряешь, и они все могут быть определенные, с определенным вкусом. Взрослый, это который контролирует, у него все под контролем. Обычно мужчины боятся отпускать контроль, потому что им настолько нравится руководить ситуацией, и женщины такие есть, да, которые, я знаю, куда я пойду, я знаю, что будет происходить, я не люблю неизвестности, я не люблю, когда что-то спонтанное происходит, я все проконтролирую, сделаю так, чтобы было хорошо всем, и мне от этого комфортно, от этого контроля. Вопрос теперь надо вспомнить, почему. Давай просто не искать вопрос, а у меня есть
как бы свое мнение на те, что сказал. Я считаю, что хорошие отношения, вообще люди, которые друг друга любят, нашли друга, оно должно быть все органически. Это все нет вот этого контроля, кто кого контролирует, кто как, что. Когда люди вместе живут, им нравится жить вместе. Ты спрашивал, почему женщина инициативу не может проявлять? Может. То есть иногда в ней просыпается вот эта контролирующая личность. Пошла может. Но большей части женщине хорошо Не понравился отпустить ответ. контроль. Не понравился мне ответ. Ну, послушай, секундочку. Ну, я не прав, что ли? Вот если ты встретил человека, которому все хорошо вместе, зачем вот это продумывание шахматные игры? Зачем? Не надо. Оно Я все тебе должно скажу. так. Если он твой друг, вы вместе живете, он хочет пойти в этот ресторан. Тебе он не очень нравится, но ты знаешь, что ему или ей это нравится. Ты как хороший человек, как друг, окей, пойдем. Завтра тебе захочется пойти в какое-то место. Оно должно быть все. Ой, такой утопический мир Хочешь, описал. я тебе отвечу? Давай. И розовые пони вокруг вас еще Это скачут. женские тараканы. Заебы. Да. Да? Да. Конечно, что же. Нет, это мой взрослый контролировать. родитель предугадывает все наперед. А что бы было, извините? Вот это вот Нет, если- теория, если- роли. Не, Я если- должна. Если по кайфу так жить обоим, это тоже своя версия. Это да. Если им обоим так жить хорошо, что вот они друг друга вот так контролируют, окей. Блин, мы сейчас это говорим, тоже знаете, на органика. какую тему? Это из серии, типа, вот я вам сейчас покажу формулу какую-то, и вы такие, блин, нахера знать эти цифры? Ну и хер с ним. Так просто мне интересно это. И не то чтобы Я это... не спорю, но я в этом имею нету право. сложности. Кажется, что это шахматные какие-то игры, что это какое-то усложнение в этом звучит. А в этом нет усложнения. Понимаешь? Нету. То есть это очень просто все. Я не знаю, Тебе, но не тому, Я кто не с знаю. тобой. Ну, слушай, Что? Она У так меня всё- у меня меня- всё просто. Она меня так загрузила, что я уже потерял. Я забыл слова. Представляешь? Брызаешь? Я тебе и говорю, Нет. женские. Опять-таки, Так. если строятся определенные отношения в таком формате, который с тяжелым человеком, допустим, которого реально вот нужно, знаешь, вот так дергать, потому что иначе он сходит с контроля, может быть, там что-то в этом есть. Но если два адекватных человека, которые просто спокойные два человека, зачем вот эти все игры? Давай, объясни мне, почему 80% разводов? Потому что люди прыгают в отношения, серьезные отношения, смотря, когда поджимает их не время, когда почему-то они думают, что уже вот пора, уже надо. Когда родители поджимают, это самая большая ошибка, когда родители лезут в твою личную жизнь. Когда твои друзья начинают на тебя давить. Когда ты не выбрал своего друга. Друга, не О, мужа, как мы а заговорили. друга. Что? А мы на Друга. прошлой теме разговаривали, как быстро надо спать или не спать и все остальное. Нет, если познакомиться с человеком, надо спать с ним сразу же. А другом, когда он успел тебе Нет, стать? когда ты уже заходишь в человека, да, а что такого? Что, мы живем в мире, где можно сегодня познакомиться с человеком, и реально тебе понравится. Безусловно. Переспать с ним, а что такого? Ты так говоришь, как будто я это осуждаю. Я просто это не применяю. Осуждаю ли это? Нет. Ну, есть люди, которые применяют, и люди... И, слушай, есть 80% говоришь, браков, я не думаю, что такое большое много. Прикинь. Ну, я тебе сказал, что мне кажется, что из-за того, что люди расслабляются в отношениях, оно же не только портится, потому что неправильно познакомились, а неправильно живут дальше. Они забывают, мужчины забывают быть мужчинами, мужчины забывают делать элементарные вещи для своих жен, как хотя бы раз в месяц подарить цветы, хотя бы написать просто так спонтанно: я тебя люблю, спасибо тебе за вот это, за это. Элементарные вещи. Да, это тяжело, мы, мужики, забываем это. Но это работа над самим собой, работа над своими отношениями. И также женщины, жены забывают делать элементарные вещи, которые нам, мужики, нужно. Нам нужно, чтобы нас А погладили. расскажи, какие элементарные вещи? Нам нужно, чтобы погладили, сказать, что мы самые Погладили. лучшие. Нас погладили. Да. Что мы самые лучшие, что чувствуют себя, что мы чувствуем себя как мужчины, понимаешь? Не спорят, не ругают, понимаешь? Все как-то такое. Спонтанные подарки. Да, что думаешь, мужики тоже не любят подарки? Нет, Только я вы не- любите Луи Почему? Виттон, Ты Гуччи, что? все. Нам тоже нравятся подарки. Я вообще... Ты так говоришь, как будто я тебе уже сразу... Ни хера я тебе не подарю. Вот. А я такого не говорила. Короче, что еще? Ну, Такой, знаешь, что? да, любят. Подарки. Любят? Да. Я моргаю. так, я Луи Мужики Виттон. тоже люди. Тоже люди. Ну, видишь, это тоже это проблема, что такое ощущение, как будто вот поженились, родили ребенка, и все. И вот вся задача вот на ребенка. И Конечно, ушла нет. в бытовуху. Нет, вот это ушла в бытовуху. А на самом деле это всюжизненная работа.
И если кто-то из нее забьет на это, как любой бизнес, то то же самое. Ну, если кто-то забьет на это, меня всегда интересует инструментарий. Конкретика, инструменты. Что бы ты порекомендовал? Как человек, у которого неудачный брак за плечами, вот что бы ты порекомендовал? у меня все удачно, просто не Удачно началось, удачно, удачно неудачно. закончилось. Да, я поняла. Всё Все хорошо закончилось. Да. Порекомендовать, прислушаться друг к другу. Ну реально разговаривать. Вот два друга. Представь себе, забудь про отношения. Вот два друга. Что-то там не поняли, да, друг друга. Пришли, сели, обговорили, выпили, поняли, пошли дальше. Всё. Если бы говорили То же самое чаще и отношение. поняли, вы бы сохранили отношения, как ты думаешь? Я думаю, что да. Если бы друга именно реально понимали, да, и хотели понимать, а не кидали, свои адженды, свой характер, вот эти принципы, да, конечно. А если бы ты раз в месяц дарил цветы? Я всегда дарю раз в месяц цветы всем своим женщинам. Всегда. Так что ж тогда не сработало-то? Не было. Так Ну, что опять, ж я тогда же поговорили? говорил, я в сфере клубной. И у меня жизнь чуть-чуть другая. И не каждая женщина с этим справляется, когда приходит мужчина, их там в 4-5 утра. Это очень трудно. Это было бы, если бы наоборот. Если у меня была бы женщина, которая приходит после работы в 5 утра. Но это трудно, это не каждый. И это создавались проблемы. И я их понимаю. И я их не отрицаю. Окей, я скажу, почему я так сильно роюсь в теме отношений. Потому что Мы должны рыться. О чем говорят в Майами? Говорят о никогда отношениях. нам ее не преподавали в школе, эту тему. Я вообще не понимаю, как можно... Забудь, родители нам никогда неправильно объясняли. Я про это и потому что говорю. родители были постоянно в эмиграции. 100%. Мне мама никогда не рассказывала, как правильно вести себя с папой. Не пока. Ну, то А есть, она сама знала? ты знаешь, у меня был отец и отчим. И вот с отчимом она мне просто показывала уже модель поведения, да, как саму модель вообще отношений. Она достаточно была гармоничная, слава богу. Но мне еще повезло, я ездила в Италию. А в Италии очень жесткие традиционные ценности семейные. И там они католики, у них бракоразводный процесс очень сложный, и так часто бывает, что они выбирают женщину на всю жизнь. Ну, то есть там очень крепкие браки. И мне повезло там проводить каждое лето с детства, и то есть я смотрела на модель построения отношений католическую, на своих родителей, и да, у меня был какой-то сравнительный происходил процесс, в котором я поняла, мы что-то делаем неправильно, что-то Ну так ты и сама говоришь, родители не рассказывали, они не должны рассказывать, они должны должны показывать. без- абсолютно показывать. Нет, абсолютно согласен. Обязаны родители, которые в хороший нормальный брак, объяснять все. А на кого мы еще как? спорим, когда мы растем? Подожди, стоп. Но если ты говоришь, обязаны нормальная семья. рассказывать, Я тогда объясняю. все родители, которые сами бухают и будут рассказывать ребенку, ты знаешь, а Нет, пить мы говорим- нельзя. мы говорим Надо о на таком. собственном Да, примере мы показывать. говорим. В том-то и дело, Безусловно. поэтому Да. мы учимся на своих примерах, а это обычная ошибка. Это как бизнес. Затронул какой-то бизнес, который никогда про ничего не знаешь. Ну. Пока ты не наделаешь миллион ошибок, Да. ты не дойдешь до этого. То же Да, самое. наверное, она будет рассказывать, когда, вот смотри, например, мальчик, у него, там, не знаю, хотел он познакомиться с девочкой, у него неудача, и мама ему объясняет, кто такие девочки, что они любят и так далее. Вот это рассказывание, да? То есть Не, ну это да. Да, и про это, я про это именно говорю. Потому что, кому можем еще ближе подойти? Мы же идем, когда что-то не понимаем, из-за того, что мы не можем обратиться к своим родителям. Про первую реакцию. Мы идем К друзьям за гараж. друзьям. А друзья в основном такие же болваны, как и мы. Да. Такую же херню скажут, вот засунь и все. Да. Понимаешь? Поэтому и очень важно, чтобы родители в каком-то возрасте начали объяснять, особенно мальчикам, как правильно вести себя с девочками. Что всегда надо за девочек платить, когда ты идешь с ними аут. Всегда. Кому это нужно быть объяснять? мужчиной. Как это? А не Не, как нужно, сейчас нужно объяснять. о котором сейчас некоторые говорят, нет, все 50-50, если идешь на свидание, вы должны делить все счета. Отцы должны пизды давать своим сыновьям, если они так себя ведут. Не, ну вот эти вещи, да, мы же говорили про построение отношений, то есть я думала про семью. Все вот так идет. То есть ребенок же смотрит на родителей, учится у него. Не, конечно, самое крутое – это хороший пример. То есть ребенок видит, почему мама с папой счастливы, и копирует поведение папы, условно. Особенно там в ссорах каких-то, да, то есть, ссоры, наверное, у всех происходят, Да, и да, ребенок да. видит, как из этих ссор выходить. 100%, да. И это же прикол в том, что еще у ребенка закладывается это, знаешь, не то, что он как чистый лист, и в него эта программа всовывается прям такая copy-paste. И из-за того, что он как чистый лист принимает это, а это самая strong программа, то есть они самые такие жесткие программы. Потом, чтобы это изменить, это Психолог. можно менять.
Даже не обязательно психологи. С психологом ты роешь обычно, ищешь по файлам, где случилась проблема, где конкретно возвращаешься, там ищешь и так далее. Но чтобы поменять это необходимо много-много раз эту программу заменять чем-то, заменять новой моделью через ошибки и так далее. Это неинтересно? Нет, это на самом деле это очень интересно, потому что это очень важный топик. Я знаю, что я вырос тоже, как и ты, с отчимом, который был не очень хороший, был very abusive человек, и скандалы, которые были дома, это были ужасные. И я вырос на вот этих скандалах, которых, скорее всего, в некоторых своих отношениях я переносил. Потому что для меня это была абсолютно норма. А в какой-то момент я понял, что эта херня не работает, потому что это полный бред. Я не хочу так, я хочу спокойно иметь именно домашнюю обстановку. И я начал себя контролировать и начал, можно сказать, переучиваться. А на кого еще смотреть, кроме своих родителей? Только на них можно смотреть. И поэтому, слушай, бывает, что родители расходятся. Но родители, когда начинают воевать с друг другом при рождении, лучше они для детей не делают. Вместо того, чтобы объяснять, почему они разошлись. Знаешь, когда ребенок растет, и когда его разрывают вот так на две части, потому что два долбоеба не могут определиться своей приоритетой, кто-то кому-то должен, кто-то кому-то ушел. Вот если бы они бы при разводе думали бы о ребенке, в первую очередь, а не о своих принципах, то тогда они много чего бы сделали бы хорошего ребенку. И это бы началось это обучение. Тут очень большой вопрос нечестности при построении отношений. Я к чему это веду? Поэтому я в этом роюсь так сильно, так глубоко, так долго. Мы с тобой. И вопрос честности, он такой сложный, что я, например, даже решила, что я выйду замуж, я буду подписывать брачный контракт, в котором будет звучать: если мой муж мне изменит, он мне будет платить $1 миллион. И я в том числе ему. А как ты это будешь доказывать? Это уже, как доказать, это уже, другой вопрос. Это контракт. Что миллион? Прости, сразу 10. Что ты Я миллион тоже, долларов? кстати, тоже ему... за миллион? Здесь Майами такие богатые, они скажут: $1 миллион. Согласна. Я пошел. Маловато, я согласна, но, знаешь, я решила начать с чего-то. Все, твоему инстаграму хана после этого, понимаешь? Да, пожалуйста. После того, как мужики вот это услышат. Сколько стоит измена? $1 миллион. $1 миллион, да. Хотя бы. Моргидж можно взять, выплачивать, если изменить? Нет. Файнансинг нельзя? No. Рассрочка. Я не знаю, будет работать. Я не думаю, что это будет работать. Я не думаю, что на суде там. Мне кажется, это, знаешь, свинья грязь везде найдет. И там запрещай, не запрещай, оно... А у тебя была какая-то рана? У тебя кто-то тебя это изменял? Мне никто не изменял, as I know. Почему тогда это первое, что ты сказала? И такое дорогое. Нет, я вообще... Первое и такое дорогое. Это не первое. Я вообще считаю, что люди должны быть достаточно честными друг с другом. Понимаешь, почему женщина, например, пытается... встретила мужчину, в обычной, женщина из бывшего СНГ. Я вижу просто на примере своих сестер, своих знакомых, подруг, что происходит. Увидела мужчину, который понравился, и все, она для него начинает землю рыть зубами. То есть она его у себя селит, или же селится у него сразу же. Это начинается сожительство. То есть что происходит? Люди начинают играть в семью до того, как стали даже друзьями. Да. Согласен, то есть они начинают жить ошибка. вместе. Это самая глобальная ошибка. Они начинают играть в семью. И они начинают так: а теперь я живу с ним, значит, я должна вести себя как жена. Стирать, убирать, готовить. И тут женщина начинает такая прикладываться и начинает готовить там, выготавливать какую-то хренотень, выдумывать там. Для чего это она делает? Для того, чтобы, поймали в гнездо эту жертву, и надо ее, чтобы он привык. Но ты сама на первом эфире рассказывала, что девочка, там, говоришь, созревает 13 лет, там кукол уже пеленает, все, вот, у нее есть модель. У меня есть муж, я пошла пеленать кукол, так, 100%. Что я должна делать, Но пошла прикол готовить. в том, что у мужчины другая программа. Мужчина, чтобы стать другом с женщиной, ему даже переспать не поможет стать с ней другом. Даже 10 раз переспать не поможет стать с ней другом. Даже 300 раз не переспать не поможет стать ей другом. Поможет сначала стать другом, а потом спать. Понимаешь логику здесь? То есть люди сначала становятся семьей, а потом такие разбираются: а кто это вообще был?
Так, а давай посмотрим. Маски начинают слетать, знаешь, начинают слазить вот эти слои масок, и ты такой, ёлки, и вот с этим вот я вот это жил, вот То есть это... ты категорически не веришь в то, что можно сначала переспать, а потом подружиться? Нет, исключение бывает из всех правил. Конечно, бывает. Но я тебе скажу на каждом честно, шагу Ты такие это называешь исключения. исключением. безусловно, потому что, еще раз тебе говорю, 80% Как можно? 80% браков распадается. Как можно не переспать с человеком Когда и с хочется? ним жениться Да. потом? Ты что ж прикалываешься, что ли? Подожди, во-первых, Я тебе еще раз говорю, а если у него такого маленького О размера, май ты что гад. будешь делать? Во-первых, еще раз говорю, если у него палец один есть, он уже не импотент. Это Ты первое. для тебя, ну ты единственная такая, а для других женщин нужно нормальное Отлично, так я что-то. за себя говорю. Нормальное что-то. Но мы же говорим для других 20%, которые... Повторяю. Во-первых, я не говорила, что точно только после брака. Я говорю максимально близко к браку. Есть Но большая когда, разница. послушай, все вместе, оно же гармонически. Когда все идет, прет, оно и секс, и бытовуха, и не Опять и же, всё- можно оно помириться. Оно все вместе, и ссоры Ага, они и у легкие, тебя, я и смотрю, мерите. 20 лет брака за плечами, вот такого Какой 20 лет брака? гармоничного, Нет. счастливого. Где результаты? Нет, Если ну ты мы же это говорим- утверждаешь, где результат? Не нашел созревший, он же сказал. Ну понятно. Я же тебе говорил, не то, что- дело не в этом. Ну, Но ищи это, дальше. опять-таки, это из того, что я вижу, из того, что я понимаю. Я имею право иметь как бы Свое мнение, свое понимаю, мнение, как да. я считаю нужно. Я считаю, что очень согласна. многие согласны с моим мнением. Но опять-таки, каждому, если кто-то мужчина, смотри, если есть мужчина, который согласен ждать вас год-полтора, пока вы решитесь с ним быть в серьезных отношениях, чтобы с вами переспать, красавчик. Во-первых, Тага не его, чтобы тага его, переспать. тага его на Инстаграме, Не мне интересно чтобы на него переспать. посмотреть. Это раз. Во-вторых, это, я считаю, что это too much. 1,5 года, 2 года, too much. Может, месяц еще окей, можно подождать. Это условно, ты же понимаешь, есть люди, которые, не знаю, за 7 месяцев что-то поймут. Я не считаю, 7 месяцев, что с ума сошел? У меня рука сломается к тому времени. 7 месяцев ждать, пока там захочется ему встречаться или нет. Ты что, да Я какие просто 7 считаю, месяцев? что не стоит делать из женщин, которую ты любишь, проститутку. Вот и все. Какая В смысле, как? если- Что? Вот то, как, вот смотри. Это мы возвращаемся Представь к первому дню, что женщины меньше интересуются сексом. Нет. Слушай, ты недавно в групп-чате начала рассказывать про, у тебя какое-то мнение появилось по поводу child-free environment. Да, смотри. Как называется? Child-free? Ну, child-free есть люди, которые решили, что они в жизни больше не будут заморачиваться над размножением собственным. И как бы, кстати, вы видели, я сегодня прочитала, что к 30-му году будет уже 8 миллиардов людей на планете, а к 50-му уже 9 миллиардов людей на планете, прикинь. Больше женщин или мальчиков или мужчин? Без малейшего понятия, предикшены не такие четкие. Окей. Ну, интересно. Причем здесь child-free? Да. Нет, это я просто взгрустнула. Как это так получается, что размножаются какие-то определенные части Земли, а не все равномерно? Ну ладно, это другой вопрос. А child free. Я смотрела, рассказываю тебе мое мнение насчет child free. Когда я была юная и наивная, Я извиняюсь, просто я подумал, child-free, потому что 1,5 года все ждут. Нет, может быть. Да, блин. Все. Хорошо, ребят, давайте закроем эту тему. Я Всё, говорю, всё. не 1,5 года, не год, нету никаких меток. хорошо, Это я не то, что понял. 3 марта Подожди. познакомились, 3 марта переспали. Я прикалываюсь. Нет. Давай вернемся обратно к Я child-free. говорю про то, что это должно быть максимально близко к тому, что ты с этим человеком собираешься вообще жить. Согласен, Давай, ты согласен. начала Давай с того, про что child-free. когда ты была Не шутим. маленькая, неопытная. Когда я была маленькая, меня заставляли сидеть с моими 10 племянниками, которые равномерно росли, ходить с ними в садик, отводить, приводить, нянчиться. И это было, конечно, не самое приятное времяпрепровождение. Я вообще думала, какого хрена вообще, кто в своем уме, в здравом заводит детей? Нахрена они нужны? Они же орут, просят постоянно за ними ухаживать. Ну, короче, мне очень это не нравилось. И поэтому до сих пор у меня детей нету, но Ну, ты еще молодая. недавно Еще я время смотрела фильм, называется «Хер». Here? Her? Да, она. Да, история рассказывается про чувака, который был очень одинок, и вот вышла программа, имитирующая искусственный интеллект, искусственный интеллект, имитирующий человека. И она с ним разговаривала, и он в нее влюбился впоследствии и так далее. И я подумала, блин, это только вдуматься, насколько это уникально. Вот сейчас надо вдуматься. Смотри, я могу создать этот микрофон, я могу создать этот бокал. Человек много чего может создать. Но создать человека – это тупо магия.
это просто волшебство на земле. Природа. Ты просто представь, ты создаешь уникального человека с его уникальным характером, с его уникальными какими-то внешними данными, и это, блин, чудо из чудес. Это прям реально чудо чудное. Ну, так а почему child free? И я после этого поняла, что я ни хрена не child free. Я хочу такое чудо. У меня есть возможность, уникальная возможность создать такого человека. Прикинь. Да. Вложить в него какие программы, которые я захочу, сделать из него, не знаю, второго Илона Маска. Это невероятная вообще возможность. Я очень рад услышать от тебя. Алекс, а что ты думаешь? Ты был Я когда-нибудь в уме пошутить просто, child free? наверное. Если сужишь чуть-чуть времени своего, то будет. А я очень люблю детей. Ну, Да, я жалею, что у меня нет детей. смотри, в конечно. браке у вас был же, наверное, вопрос, что мы детей делаем, не делаем? Ну, просто, я тебе говорю, из-за ритма моей работы и все, что продакшн как раз мы начинали, все это, телевидение только начал заниматься, и все эти подкасты. Ну, твои, ну не Плюс тебе же работа, рожать. Я понимаю, но просто оно как-то не сошлось. И может быть это хорошо, потому что все были бы в разводе, и ребенок бы проходил бы то же самое, что проходил я. Или многие вот эти 80% детей. Но я воспитывал дочку, ее, и как свою, то есть самого. Ну да, у тебя же. Поэтому я получил хороший экспириенс, и я очень люблю детей. И я, конечно же, хочу детей. Ну, пока все работает. Может быть, когда-нибудь. Хотите, я вам расскажу одну из версий, может тебя быть? есть дети? Нет. Никогда не хотела? Вот, я подхожу к тому, почему некоторые люди могут быть child free. Мой экспириенс, Ага. который я сейчас немножко повернул очень сильно, но у меня мама, она достаточно жестоко обращалась с нами. Отца не было, он очень рано погиб, и мама была крайне жестока с нами. После этого я для себя в какой-то момент сделала вывод, что, скорее всего, мне передались ее гены и вот эта жестокость, и я со своими детьми буду обращаться так же. Я для себя сделала вывод, что я не хочу со своим ребенком обращаться так же, и поэтому у меня не будет детей. Вообще? Ну, так она решила. В тот момент, да, то есть там мне было когда 20, когда там что-то я вот это. сейчас? Вот, сейчас я практично на это смотрю. То есть сейчас я понимаю, что, блин, я по жизни такой карьерист, вперед, там, это добиваться, покорить вселенную, вот это, я понимаю, что ребенок, ну, я не могу себе вписать в свою жизнь, вот, распорядок дня и с ребенком. Вот, поэтому, грубо говоря, сама физически я скорее нет. Поэтому я не женщины хочу. ищут защищенное материнство. Мужчину это сильного. Но, Sorry, можно да, я да, договорю? да, конечно. Но я понимаю, что мне вот этот вот кайф, то, что ты проговорила, да, то есть сделать человека, который тоже потом станет Илоном Маском, что-то еще, мне это в кайф. И я тоже в какой-то момент, когда я начала это обдумывать себе, почему я не хочу детей и как я все-таки хочу, я поняла, что я хочу семью, в которой у меня будет партнер, у которого уже будет ребенок, в которого я буду также вкладывать то хорошее, что есть во мне, Это очень что я круто. смогу вложить. Это очень круто, на самом деле. Это... И для меня это кайф, ну, была попытка, Класс. пока не получилось. Класс. Но мне вот это в кайф действительно, то есть, опять же... Adoption. Как будет adoption на русском? Ну, усыновление. Да. Я вообще считаю, что если люди могут себе позволить финансово, обязательно нужно adoption делать. Обязательно, даже если свои дети есть. Нужно, особенно в наше время. Ну, одна бы... То есть я не из тех, кто родить для себя или усыновить для Ну, себя. понятно. То есть я понимаю, что я все-таки хочу иметь семью, в которой будет два партнера, да, и то есть я бы хотела, чтобы у меня был партнер, у которого просто есть уже ребенок, там маленький, большой, не знаю. Ну, то есть и мне было бы в кайф давать ему что-то. Опять же, родитель, он же с одной стороны смотрит на ребенка. Там он лишний раз ему не даст подзатыльник, который ему потом пользу в жизни подслужит. А я с другой стороны. То есть я там прошла в своей жизни очень много. Я знаю, что сделало меня сильнее, и я могу это тоже дать этому маленькому человеку. И у меня Тут вот есть, наверное, такая два позиция. важных поинта. Извини, а ты смогла бы быть с мужчиной, у которого есть дети? Конечно. Любила бы как своих? Более того, я считаю, что родство слишком преувеличено в наше время. Слишком преувеличено. Мы часто рождаемся в семьях гадкими утенками, потом вырастаем лебедями. Я считаю, что вот люди, которые думают, вот эти программы, которые заложены, да, я не должен быть успешнее, чем отец, или я испытываю стыд, что мой отец зарабатывает меньше, или что-то еще. Этих программ миллионы. Это я сейчас только какие-то, знаешь, очень мелочи какие-то насыпаю. Я даже не хочу туда погружаться, но родители, являясь каким-то примером для нас, очень часто нас могут тормозить.
развитие. А хотя на самом деле прогресс идет, и каждое поколение еще более и более умное. И люди, которые сильно цепляются за то, какие у них родители, откуда они родом, где они родились, там пригодились, там еще там триллионы программ разных. То есть я вообще считаю, что нету чужих детей. Вот реально нету. Вот каждый ребенок, он просто, ну, просто сокровище какое-то, в которое ты, как посторонний человек, может нечаянно даже вложить какую-то классную, уникальную программу, чему-то научить. И если говорить вообще про детей, тут у меня, наверное, две такие важные вещи сформировались. Первое, что вот каждый человек, он хочет что-то оставить после себя. И я всегда думала, нахрена оставлять что-то после себя? Тебя нету, ты был, тебя нету. Ну, что тебе от того, когда тебя не будет, что у тебя от того, что осталось что-то после тебя? Но все равно люди как-то стремятся к этому, ну, подсознательно, вот что-то оставить после себя, чтобы меня поняли, И... Это самовлюбленность. Ну, может быть. А другие психологи говорят, что ребенок – это претензия на бессмертие. То есть ты как будто бы, знаешь, ты вот на старости лет понимаешь, что у тебя есть продолжение, и ты как будто продолжаешь жить, твои гены остаются и так далее. Да? Но это тоже далеко уходить не будем. Но здесь самый интересный point, что все-таки ребенок – это проект. И вот у нас у всех есть разные приоритеты. И эти приоритеты чаще всего проектные. Вот ты говоришь, у меня работа, Аня говорит, у меня работа. И это проект, в котором ты показываешь, кто ты. То есть ты через свое окружение, через свои проекты показываешь вообще, кто ты есть. Чем более у тебя сильный проект, мощный, классный, драйвовый, не знаю, позитивный какой-то, который описывает тебя, тем больше ты себя ассоциируешь с ним. Типа, вот это я такой. Вот я, вот моя identity, она мне нравится, вот так я себя проявляю. И вот дети, они являются, наверное, самыми крутыми проектами, если это осознать. То есть вот ребенок, он такой, какой вырос, это реально ты в него вложил. Это ты как родитель, вот его вырастил таким. И вот ты говоришь, мама была жестокая, но тем не менее, выросла ты, ну, как бы классным человеком. Ты не знаешь, ты со мной не жила. Я ничего не знаю, я даже не берусь лезть, но я говорю тебе про то, что что-то, она же делала все равно, что умела, правильно? Если мы когда прорабатываем это все, мы знаем, что родители делают все, что умеют. Но когда ты еще и понимаешь, что ты умеешь много, то это круто, потому что ты осознаешь, осознанно что-то передаешь, и твоя программа растет круче, не знаю, ты можешь создать такое уникальное существо. И я, когда думаю об этом, у меня аж мурашки по телу, кого я могу создать в этой жизни. Это может быть самый крутой, грандиозный проект. И понятно, чем больше, ну, то есть здесь тоже надо, ну, не забывать про какой-то баланс, да, то есть чем есть такие мамы, которые залюбливают детей, которые после этого вырастают наркоманами, становятся, whatever, я не буду про это говорить, да, опять же, это слишком далеко уходить. Но действительно дети могут стать тем, кем мы, ну, не знаю, нашим проектом, нашим отражением, нашим зеркалом. А второй поинт, я начала смотреть на браки вообще и на семью уже с более глубокой точки зрения буквально недавно, наверное, года 2 назад я начала так мыслить. Я рассматриваю семью не как, вот знаешь, типа, ну вот я встретилась с кем-то, мы тусуемся, у нас родились дети, вот как у всех, мы работаем, как у всех. Знаешь, вот это как у всех, типа, я в рамках нормы. Я хочу создать свой род, герб своего рода. Ну, то есть фамилия моего мужа, она должна быть, знаешь, ну вот типа вот мои дети, мои правнуки, они не то чтобы должны помнить, они будут помнить. И женская задача внести это в семью так, чтобы это, ну, росло психологически, ментально у каждого, кто в этот род попал. Чтобы ребенок мог понимать, мой дедушка из рода такого-то. То есть мы сами создаем печати. Это не то, чтобы я там, не знаю, у меня голубых кровей, мы сами создаем эту голубую кровь, мы сами решаем, какую программу засунуть в своего ребенка, в правнуков, внуков, и что они будут нести. И я реально понимаю, что фамилия моего мужа, она будет, ну, типа, знаешь, ну вот я ее буду наполнять силой. Это не просто, типа, мы поженились, там как-то тусуемся, как, знаешь, шарики в бильярде. Кто-то изменил, кто-то еще что-то. И поэтому тебе важно, чтобы был этот промежуток для того, чтобы ты четко знал, что это все. This is it. Конечно. Это человек, с кем я хочу вот это быть, строить эту империю. Тебе все понятно? Но не очень. Не понятно. Но это круто. На самом деле это круто, если оно сработает, тебе дай бог тебе здоровья. Да, и счастья. да, мне интересно посмотреть. Если оно сработает, я слушай, тебя обещаю. на свадьбе нас позовешь? Конечно, у меня будет 600 человек будет. Я буду ровно 600? С 300 с его стороны, 300 с моей, да, такое условие. Мы входим в это? Я буду Конечно. А ведущей. где я их наберу? 300 Я буду второй ведущий. Я буду каждый за силу вечер. мысли пригласить. С моей стороны. Мы придем, отгуляем, Круто, отбухаем. круто. Но мне пока предложение недели, так что вы не спешите там. Ну да? ладно, там дату Пока я не уехал в Торонто, сделайте, пожалуйста, предложение ей. максимально близко к Мы свадьбе. хотим тусоваться. Да. Спасибо за еще один эфир, чтобы вы были здоровы и счастливы. И мы увидимся на следующей передаче. Ура! Ждем с нетерпением. Да.